HyperX Alloy Elite – флагман игрового подразделения компании Kingston 2017 года. В 2018 году была обновлена до Alloy Elite RGB, которая, как следует из названия, отличается наличием полноценной RGB подсветки, имеет иной цвет регулятора громкости, а также в Soft Ingenuity, где можно настраивать подсветку дополнительно и задавать макросы на клавиши. В остальном виде модели 2017 года перед нами такая же клавиатура, без нескольких приятных фишек. Ждем что-то действительно новое от бренда в 2021 году. Клавиатура поставляется в коробке темного цвета, на котором можно найти описание основных фишек, характеристики. Внутри черного бокса можно найти клавиатуру, подставку для запястья, сменный капы с ключом, документацию. Корпус клавиатуры выполнен из цельного бруска металла, что дает ей 1,5 кг веса в сборе, а также отличную устойчивость на поверхности. Дизайн классический. Возможно, диодная полоса под верхним блоком все еще выглядит довольно оригинально. Сам блок выбивается из дизайна, выглядит довольно старомодно, расположены в нем клавиши, будто взятые от другой модели. Дополнительные клавиши отвечают за настройку уровня и тип подсветки, управление мультимедией. Основные клавиши выполнены из приятного матового пластика, без изысков. Механизм механики представлен в виде форм-фактора Skeleton. Стоит отметить, что сидят клавиши несовершенно плотно, небольшой люфт имеется. Присутствует технология N-Key Roller и антигостинг, что позволяет одновременно нажимать все клавиши и они будут считаны, а также исключает ложные нажатия. У клавиш имеется подсветка с несколькими уровнями яркости и режимами свечения. Подключается клавиатура по USB кабелю, на конце которого два коннектора, один для самой клавиатуры и второй для периферии. Выходной порт на клавиатуре расположен в задней части, подключить можно даже флешку. В инструкции написано, что необходимо подключать оба кабеля. Я подключил один, так как Direct Connect порту на материнской плате гораздо надежнее, чем через дополнительный провод. Регулятор громкости мультимедиа имеет приятный ход, однако расположен довольно далеко для использования в напряженных моментах. Кнопкой можно регулировать видео, музыку, переключать треки, мутить, ставить паузу. Кнопки настроек на левой части отвечают за уровни подсветки, режимы эффекта подсветки и возможно включить игровой режим, который отключает клавишу Win. Если вы, как и я, стримите, можете сразу забыть про данную кнопку. Комар, убить! Фу. Ща. Было сражение. Сменные кейкапы представлены в виде 8 клавиш. Серебристого цвета WASD с рельефной поверхностью и 4 таких же серых 1, 2, 3, 4, но выполнены в том же гладком стиле, что и установлены изначально. Меняются капы с помощью специального ключа, который идет в комплекте. Происходит замена довольно просто и не занимает много времени. Однако в теории может поцарапать покрытие капов. Подставка для запястья выполнена из Soft Touch пластика, довольно приятная на ощупь, цепляет стандартными зажимами к клавиатуре. Клавиатура стоит на прорезиненных ножках, которые присутствуют также и на подставке, и на открытых ножках. В сети есть много нареканий к стандартной кириллице. На моем экземпляре ее изначально не было. Лазерную гравировку взял магазин, не включая ее в стоимость, за что им отдельное спасибо. Единственный момент, я остался без гравировки на сменных капах. В моем случае это не проблема, так как клавиатуру перед собой я все равно не вижу. Подсветка имеет 3 ступени яркости и возможность отключения. Также присутствуют следующие режимы: режим волны, мерцающий режим, режим подсвечивания последних нажатых клавиш, освещение основных игровых клавиш, режим взрыва, когда от нажатой клавиши идет волна по всем осям до краев клавиатуры. С помощью клавиш настроек можно дать свечение отдельным нужным клавишам. Инструкция находится в старт-гайде к клавиатуре. Клавиатура поставляется с 3 видами свечей: синий, коричневый и красный MX от компании Cherry. Синий имеют тактильный фидбэк и звуковой щелчок при нажатии. Коричневый дают только отдачу при нажатии. Красный отрабатывает касание без тактильных и звуковых откликов. Синие самые громкие, требуют больше всего усилия для нажатия и помимо тактильных ощущений выдают звук клика. Достаточно громкий. Если вы собираетесь стримить, не советовал бы такие рассматривать в покупке. Красные являются самыми быстрыми, так как имеют прямой контакт, также довольно тихие, ближе всего к мембранным вариантам по звуку. И коричневый имеет тактильную отдачу, но без выделенного щелчка. Мой выбор, который представлен в данном экземпляре Alloy Elite. Сейчас предоставлю вам возможность послушать, как звучат данные свечи.
Ощущения только приятные, однако я бы не сказал, что прям заметна разница с мембранами. Да, есть тактильный фидбэк, но не такой выраженный, чтобы при игре его замечать. Скорее, каждый клик играет на общую картину, где каждое нажатие ощущается четче, чем на мембране, и дает общую сумму уверенности и удовлетворенности. По самим же играм не было замечено проблем ни с клавишами, ни с эргономикой. Впечатления от девайса только положительные. Когда началась запись ролика, то всплыл вопрос, о чем говорить, если все устраивает. Для игры подходит идеально, для стримов также, моя мышь в любом случае ее перекликивает в эфире. Взял бы себе еще раз? Да. Единственное, что не позволяет вывести клавиатуру до рейтинга 10 из 10, дизайн с хаотичным блоком сверху. В остальном это шикарный вариант, у которого при моем выборе не было конкурентов. От всех конкурентов осталось именно два с половиной варианта: Apex 5 от StealthSeries и Alloy Elite в версии с красной подсветкой и RGB. На момент покупки разница между Elite без RGB составляла 53 USD, а отрыв Apex составлял 41 USD. Было решение не переплачивать, так как смысла в этом особого нет. Хотя очень бы хотелось иметь возможность поставить белый цвет подсветки. Как итог, клавиатура стоит своих денег, даже сейчас, в 2020. Очень понравилось, хотя его эффекта, как, например, последний микрофон бренда, не вызвало. Да, уже не флагман по факту, да, чувствуется, что вышло в 17, а значит инжиниринг был в 15-16 годах. Но все еще хороша, все еще продается, хотя уже приложений осталось мало. А если ловить такую на скидках, просто шикарнейшее предложение. Особенно при осмотре покупки первой механики, как в моем случае.